Всем привет из Питера, города, где даже дождь поет как мелодия. А теперь внимание, представьте себе, с одной стороны воздушная, пушистая, почти конфетная диско-группа «Арабески», где все блестит, кружится и пахнет духами из дьюти-фри. С другой — «Энигма», загадочная, как туман над Невой, с ее монашескими хоралами, этническими ритмами и тишиной, в которой слышен каждый вздох Вселенной. Казалось бы, два полюса, две галактики, два разных мира, но, как это часто бывает в музыке и в жизни, на пересечении этих миров стоят два человека, два имени – Сандра Энн Лоуэр и Мишель Крету. И заметьте, не просто коллеги, не просто соавторы, а люди, рожденные в один и тот же день, 18 мая. Целых 19 лет они шли по жизни рука об руку, в браке, в студии, в одном и том же времени и пространстве, создавая миры, которые мы с вами до сих пор слушаем с замиранием сердца. Давайте вернемся на мгновение в тот самый 77-й год, когда в Германии, будто по волшебству, два ушлых джентльмена, продюсер Вольфганг Мевес и композитор Жан Франкфуртер, решили, что миру не хватает трех сияющих девчонок в блесках. Так и родился «Арабески», проект, который, как хорошее шампанское, пузырился, переливался и постоянно терял пробку. Потому что, друзья мои, в этом коллективе составы менялись быстрее, чем утренние новости на BBC. Причины самые человеческие, самые банальные и в то же время самые трогательные. Девушки влюблялись, выходили замуж, рожали, короче, жили, а не только пели. Из всего этого музыкального вихря лишь одна осталась верна флагу арабески – настоящая железная леди Микаэла Роуз. Вот уже полвека, почти, она выходит на сцену с тем же улыбчивым обаянием и легким немецким акцентом, радуя поклонников от Берлина до Барнаула. И если вы вдруг услышите арабески на сцене где-нибудь в Челябинске, будьте уверены, это она, последняя из магикан диско-эпохи. А первые спутницы Микаэлы, Мэри Энн Нейджел и Кэрен Энн Тепарис, прослужили совсем недолго. Мэри Энн сбежала уже после записи самого первого сингла, а Карен также вскоре последовала за ней. На их место пришли Хайки Римбо и Жасмин Элизабет Веттер. Свежие лица, свежие голоса, свежие надежды. И получилось у продюсеров самое настоящее издательское курьезное чудо. На обложке дебютного альбома сзади старый состав, а спереди новый. Кутерьма составами закончилась лишь в 1979 году, когда на место Римбо пришла 16-летняя Сандра Лауэр, дочь француза и немки, родившаяся 18 мая 1962 года в уютном городке Саарбрюкен, где винные погреба соседствуют с обувными лавками, ведь папа ее торговал вином, а мама туфлями. Семья простая, но с видением. Увидели в девочке искру и дали ей разгореться. С ранних лет Сандра уже танцевала, напевала, перебирала струны, сначала во дворе, потом на уроках в музыкальной школе. Учеба в обычной школе, конечно, пострадала. Как тут сосредоточишься на алгебре, когда в голове звучит мелодия. Но родители, благослови их музыкальные души, не стали ее тормозить. И правильно сделали. К 10 годам она уже уверенно держит гитару. К 12 известна во всем районе как та самая девочка, что поет. А уж в 13 на местном фестивале юных талантов она вышла и взорвала зал. Спела Оливия Ньютон-Джон, и публика растаяла, как мороженое под саарландским солнцем. Среди слушателей оказался и продюсер Джордж Роман. Он подошел, предложил контракт, и уже в 1967 году юная Сандра выпускает свой первый сингл «Трогательная история о любимом щенке». Но, увы, публика не растаяла. Видимо, не время было для собачьих баллад. Keine
А теперь внимание, год 79-й. В Германии, в продюсерской конторе, где дымится кофе и курятся сигареты отчаяния, два усталых мастера диска судьбы, те самые Мэвис и Франкфуртер, смотрят друг на друга и говорят: «Хватит эти девчонки, то замуж, то в декрет». И тут им на глаза попадается Сандра Вауэр, юная, свежая и, что самое главное, 16-летняя. Вот, думают продюсеры, потирая руки, это хотя бы пару лет не забеременеет. И как это часто бывает в музыкальном бизнесе, берут не сколько талант, сколько гарантию стабильности. Так и вышло. Сандра быстро заняла центр сцены не только потому, что пела чисто и ярко, но и потому, что у нее было лицо. О, это лицо, кукольное, мечтательное, с легкой грустью в глазах. И уже второй альбом арабески наполовину ее голос. При этом на родине коллектива в Германии группу упорно игнорировали и даже издевались. Хотя, как по мне, арабески были ничем не хуже других подобных коллективов. И первый сингл «Hello, Mr. Monkey» в родной Германии вообще провалился столь громко, что казалось дальше только в архив. История коллектива могла закончиться, не начавшись. Но музыка, друзья, она не знает границ. И вдруг Япония. Там эту песню, эту беззаботную дурашливую мелодию про обезьянку приняли как откровение, и она стала хитом. Горячая и верная любовь японцев к немецкому трио, по сути, спасла группу. Показательно, что из 9 студийных альбомов в Германии было выпущено лишь 5. Сандра вспоминает: «Время в арабеске сделало меня сильной. В Японии нас встречали 30 тысяч неистовствующих фанатов, а пару дней спустя мы выступали в одной немецкой дискотеке перед 30 присутствующими, которые повернулись к нам спиной и пили пиво». Первый успех в Германии пришел группе лишь в 80-м году с выходом сингла «Mary Got Bay». А вот в СССР визитной карточкой группы стала совсем другая песня «Полуночный танцор» с гимнообразным вступлением и знаменитым рефреном «Ага, ага». И вот она, та самая магия советского слуха, та самая мифотворческая сила, что превращала безобидный диско-хит в гимн поколения. А песню про полуночного танцора в воду джинсом Монтана. До 80-го года арабески в СССР, конечно, звучали, но как фон, как приятная заморская музычка на вечеринках у продвинутых студентов. Популярность была, да, но настоящего всенародного всесоюзного взрыва не было. Не хватало того самого трека. Того, что западет в кости, в голос и в память целой эпохи. Все изменилось, когда на студенческих, пионерлагерных и деревенских дискотеках заиграла песня «Штаны Монтана». Везде одновременно и до бесконечности часто. В СССР люди зачастую не знали правильных названий песен и звали их как бог на душу положит. А тут почему-то вдруг всем померещилось, будто немецкие девочки поют про штаны Монтана. Почему? А кто его знает? Да-да, эти самые джинсы существовали на самом деле. Не как плод воображения, а как плоть и нить. Грубая, прочная, с надписью «All American Authentic Style» на кожаной бирке. Ирония, еще какая, потому что американскими они не были ни на йоту. Скорее всего, немецкие, хотя некоторые упрямо твердят, что итальянские. Скорее всего, это были остатки с европейских складов. Не ликвид, который Запад с радостью сбыл Востоку. Но для советского человека это был эквивалент синего золота. Монтаны не нашла. К
счастью, ансамбль «Арабески» был плодовитым и выпустил 9 альбомов с 78 по 84 год, и все в той или иной степени хороши, так что слушать их можно было бесконечно. И в связи с тем, что группа была не бог весть какой суперзвездной, наши чиновники от культуры смогли найти деньгу на покупку лицензий и выпуск пластинки. И вот 84 год. Издательство «Мелодия», обычно занятое выпуском концертов Чайковского и речитативов Лещенко, неожиданно выпускает целый сборник арабески. Да, в СССР официально и огромным тиражом наштамповала сборник «Ансамбль арабеска». Штанов Монтана на нем не было, что характерно. Но народ нашел кучу новых любимых песен. А что же Мишель Крету? Или как его звали в детстве, Михай Крецу. По-нашему, если уж совсем по-домашнему, Миша Кудрявый. Родом он из социалистической Румынии, той самой, где музыкальные таланты либо затухали в подполье, либо уезжали, иначе просто не выжить. У Михая, к счастью, оказалась не только кудрявая голова, но и золотые руки, а точнее пальцы, рожденные для клавиш. Он получил классическое музыкальное образование, учился играть на фортепиано, как бог велел, в строгих тональностях, с анализом Баха и до модуляции Бетховена. Но, как часто бывало с талантливыми людьми из Восточной Европы, душа его тянулась на запад. Сначала Париж, город мечты и свободы, а потом Франкфурт, где он поступил в местную музыкальную академию и окунулся в поп-музыку с головой. В частности, играл на клавишных в арабесках, где близко сошелся с Сандрой. И к 1984 году контракт Сандры с группой истек. И чувствуя за спиной поддержку Мишеля, она решает заняться сольной карьерой. Первый блин, немецкоязычный кавер хита Big in Japan, вышел комом. Говорят, что было продано всего 125 экземпляров пластинки. Но у команды Сандры уже лежала в запасниках новая композиция, которую мы знаем как «Мария Магдалина». Непосредственным автором песни был Хуберт Кемлер. Именно его голос подпевает Сандре на оригинальной записи. Но так как над композицией много работали, то в ее соавторы были записаны еще 3 человека. Одним из них, разумеется, был Крету. Создатели вспоминали, что были на 100% уверены в огромном коммерческом потенциале песни. Надо сказать, что особыми музыкальными достоинствами она не блистала и представляла довольно стандартный европоп. По моему мнению, лучшей частью песни является резкое симфоподобное вступление, сразу увлекающее слушателя. Впрочем, и остальной мотив быстро запоминался, а что еще для поп-песни надо? Тем не менее, в Германии к новой песне Сандры поначалу опять отнеслись холодно. Зато в других европейских странах она стала большим хитом. И только после всеевропейского успеха на песню обратили внимание на родине. И она наконец-то возглавила немецкий топ. В итоге дебютный студийный альбом, выпущенный в 1985 году в хит-парадах многих стран, занял высокие места в топ-20. И считается одним из лучших альбомов не только певицы, но и всей танцевальной музыки 80-х, хиты которого звучат до сих пор. Ну что, друзья мои, если вам по душе то, что здесь звучит и мелькает, сделайте мне одолжение. Щелкните тот самый колокольчик и не поскупитесь на палец вверх. А если уши после просмотра требуют продолжения банкета, все мелодии, что прозвучали, собраны для вас в одном месте, в моей группе ВКонтакте. Заходите как к себе домой. Хочется напрямую в эфир что-то сказать, историей поделиться или видеороликом интересным? Добро пожаловать в мой телеграм-канал, там всегда на связи. И признаюсь по секрету, весь этот праздник жизни я делаю своими руками после трудового дня на одном лишь энтузиазме. Так что если считаете, что труд этот не напрасен и достоин грошика, футляр скрипки,
Поддержать старину можно через Бусти, через ВК Донатс или просто кинув уголька в топку на карту. Все координаты, как водится, оставил на клочке бумаги под этим видео. Всего через год после своего грандиозного сольного дебюта Сандра возвращается с альбомом, который не просто закрепляет ее успех, но и оттачивает фирменный звук до бриллиантового блеска. «Зеркала» — это эталонный альбом европейской синти-поп-сцены середины 80-х. Продукт безупречного творческого тандема, загадочного меланхоличного голоса Сандры и производственного гения ее, по сути, уже мужа Михаэля Крету. Это работа, где холодная электроника и теплая мелодичность создают совершенный баланс, а тексты, словно отражение в зеркалах, рассказывают об одиночестве, любви и поиске себя. Альбом стал коммерческим триумфом, особенно в Европе, и окончательно утвердил Сандру как одну из королев евродиска. После этого успеха карьера Сандры под опекой Мишеля Крету развивалась довольно стабильно. В 1988-м пара поженилась и переехала жить на Ибицу. Там-то у Крету и зародилась мысль выйти за рамки поп-стандартов и реализовать свои музыкальные идеи в неординарной мистической форме. И третий студийный альбом Сандры — это масштабная симфония в поп-формате. Выпущенный в 1988 году на пике ее карьеры, альбом знаменует собой творческую зрелость и самую амбициозную вершину в сотрудничестве с Крету. Здесь звук становится эпичнее, атмосфера кинематографичнее, а темы уводят слушателя от ночных городских улиц в древние леса, к морским берегам и в таинственные мифические земли. Это не просто сборник песен, это целостное, почти концептуальное путешествие. На смену чистым синтезаторам часто приходят масштабные струнные и хоровые аранжировки. Появляются флейты, акустические гитары и ритмические паттерны, отсылающие к кельтскому и мировому фольклору. Саунд становился более воздушным, просторным и живописным, сохраняя при этом фирменную прохладную эстетику Сандры. К 90-му году мир ожидал продолжения фирменного саунда Сандры, лощеного евродиска, меланхоличных баллад и загадочной лирики. Однако следующий альбом стал смелым шагом вперед, более сложным, экспериментальным и концептуальным альбомом. Это переходный мост между ее поп-хитами 80-х и более эмбиентно-этническим звучанием, которое Крету вскоре разовьет в проекте «Энигма». После супер-попсовых альбомов здесь меньше очевидных радиохитов. Для фанатов, ожидавших дискотечного драйва, альбом мог показаться слишком медленным и размышляющим. В ретроспективе звучание иногда настолько близко к ранней «Энигме», что может восприниматься как побочный проект Крету, а не самостоятельная работа Сандры. Добрый вечер. Это голос Энигмы. С этих слов, тихих, почти молитвенных, началась совсем другая эпоха. Ни диско, ни поп, ни даже музыка в привычном понимании. А звук как медитация, ритм как дыхание, словно как шепот из прошлого. Это был декабрь 90-го года. Мир еще не знал, что его ждет, но уже в первый же день после выхода сингла «Sadness» все изменилось. Проект «Энигма», по-гречески «Загадка», задумывался Мишелем Крету как анонимный, студийный, почти монашеский эксперимент. Никаких имен на обложке первого альбома, только цифры, латынь и имя Дэвида Ферстейна, автора текста. Все остальное тень, тайна. И как он сам говорил, после успеха Сандры у меня впервые за многие годы появилось немного времени для того, чтобы сочинять музыку для себя. Я хотел написать музыку, которая нравилась бы мне самому. Изначально «Энигма» должен был быть чисто инструментальным, но Мишель быстро понял, без голоса слишком холодно. Но голос не должен быть личностью, он часть пейзажа. Это прекрасно видно уже на первом сингле «Энигма», где вкрадчивый женский голос
томно шепчет на французском. Крету хотел, чтобы эти слова записала настоящая француженка. А пока суд до дела, он использовал в демозаписи шепот своей супруги. Боссу рекорд-компании Ричарду Брэнсону так понравилась эта версия, что он настоял, чтобы в «Энигме» пела, шептала, говорила именно Сандра. Так проект неожиданно превратился в семейный. Результат – фурор. Сингл взлетел на первое место в Германии, вошел в топ-5 в США и разошелся тиражом в 14 миллионов копий. Немалую роль в раскрутке песни сыграл и клип с участием монаха и красотки в исполнении модели Кэти Тестед. Говорят, что Sadness до сих пор является самым продаваемым синглом в истории Германии. Что касается музыки, то здесь Крету слил в единое такие разные вещи, как католические григорианские хоралы, звук азиатской бамбуковой флейты и черные хип-хоп ритмы. Интересно, что один из авторов Крету, Фрэнк Петерсон, участвовавший в записи, вскоре уйдет и создаст собственный проект Григориан, где он станет перекладывать поп-хиты на язык григорианских хоралов, но об этом как-нибудь в следующий раз. А народ, наш советский и уже постсоветский слушатель, не зная ни слова по-французски, интуитивно уловил суть. Это музыка для близости. Так, Sadness стала саундтреком к миллионам романтических встреч, где гасили свет, включали кассету и мир сужался до одного дыхания. Но текстовая провокация чистой воды. Само название, игра слов. Sadness – печаль, Сейд – Маркиз де Сад. Философ наслаждения через страдания. Автор 120 дней Содома. Человек, чье имя стало нарицательным для садизма. Крету не просто цитировал его, он поместил его голос рядом с молитвой. Именно это слияние святого и греховного и вызвало бурю. В Аргентине и Мексике, странам с мощным католическим укладом, сингл вообще запретили. Церковь возмущалась. Моралисты кипятились, но Крету лишь пожимал плечами. И да, флера анонимности не вышло. Уже в 91 году тайна раскрылась. Причиной стал скандал с авторскими правами. Мюнхенский хор подал в суд. Мол, вы использовали наши записи хоралов без разрешения. Дело замяли и выплатили компенсацию. Но это был только первый звонок. В 1993 году Enigma разродилась очередным альбомом. Несмотря на то, что в нем снова можно было услышать флейту и черные ритмы, от первого он отличался более четкой песенной структурой и этническими мотивами, которые пришли на смену григорианским хоралам. Ярким примером вышесказанного стала композиция «Возвращение к невинности». Такая же эклектичная, как и другие творения Enigma. Вокал в куплетах принадлежал Энди Харду, бит позаимствован из композиций группы Led Zeppelin, а экзотический припев взят из композиции, исполнявшейся на диалекте хака и принадлежащей народу Амис, коренному населению Тайваня. С последним заимствованием опять вышла неприятность. Дело в том, что Крету позаимствовал тайваньские песнопения с компакт-диска, записанного в Париже в 1988 году на концерте дуэта Го Инан и Гоу Сючу. Дуэт присутствовал во Франции по программе культурного обмена и даже не подозревал, что их записывают. Ну а Крету, посчитав, что данная запись предмет общественного достояния и по поводу прав не парился. Но вот наступил 93 год, и вышеуказанная композиция начала победное шествие по миру. Многим особенно запомнился клип режиссера Джулиена Темпа, который удачно применил довольно банальный прием реверса, когда съемка шла в обратном хронологическом порядке. Кадры начинались сценой смерти человека, а заканчивались его рождением. В 1996 году песня вообще была использована в рекламном ролике летних Олимпийских игр в Атланте. И тогда-то тайваньский дуэт и узнал, насколько популярны в мире их национальные песнопения. Певцы тут же подали в суд, получили в виде отступных неплохие деньги и организовали на них фонд для обучения детей народности Амис. Ну а Крету с тех пор стал более щепетильно относиться к чужим сэмплам и прочим заимствованиям.
К этому времени мир вокруг Сандры изменился кардинально. Она больше не центр вселенной, теперь центр — это Энигма. Ее муж и бессменный продюсер достиг планетарного успеха со своим проектом. На фоне этого ее очередной альбом стал больше, чем альбомом. Это была попытка художественного выживания и самоутверждения. Исчезли таинственные акварельные пейзажи альбома вроде Paintings in Yellow. Их место заняли жесткие ритмы евроденса, элементы хип-хопа и эйсид-хауса. Главная особенность и проблема альбома. Хрупкий, мечтательный вокал Сандра часто вступает в диссонанс с агрессивными урбанистическими аранжировками. Кажется, будто ее заставляют петь поверх чуждых ей битов. Don't Be Aggressive, главный сингл «Манифест». Шок для фанатов. Резкий бит, речитатив, прямая лирика. Это звучит как крик души и прямой ответ на давление медиа и личных обстоятельств. И этот альбом, он не самый эстетически безупречный, но один из самых важных альбомов Сандры. Он похож на творческий дневник кризиса. В нем есть боль, растерянность, попытки казаться сильной и моменты искренней слабости. Но он для фанатов, желающих понять всю глубину и драматизм ее карьеры. Свой следующий альбом Сандра записывает на 6-м месяце своей беременности. По ее словам, практически все песни она записала, сидя в кресле, поскольку ей уже было тяжело поддерживать правильное дыхание. При работе над диском появился новый соавтор Йенс Гат, работавший вместе с Михаилом Крето в качестве сценариста, аранжировщика, программиста и продюсера. Первым синглом лонгплея стал кавер-версия песни «The Moody Blues». Как вспоминала позднее певица, ей очень нравилась эта композиция, и, по ее мнению, она вполне ей подходила. Тем не менее, запись смогла достичь только 86-го места в Германии. Таким образом, став одним из самых неудачных синглов Сандры с самыми низкими показателями в чартах ее родной страны. В клипе на песню было показано только лицо Сандры крупным планом, поскольку во время съемок она была уже на последнем сроке, и обложка альбома послужил кадр из видео. После этого певица решила свернуть свою творческую активность и посвятить себя семье. После 10 замечательных, но крайне изматывающих лет мне было очень нужно хоть немного отойти от этой бурной жизни, рассуждала она. Я захотела уделить побольше времени мужу, семье и, наконец, просто отдохнуть. Но современники, оценивая альбом, делали вывод, что Сандра создала альбом из вещей, которые нравятся лично ей самой, и воспринимали этот жест как прощальный подарок своим поклонникам. 96-й год. Мишель Крето уже не просто продюсер, а архитектор звуковых миров. Выпускает третий альбом «Энигма». Король, да здравствует король. Несмотря на тщательную подготовку, громкого успеха он не добился. Тем не менее, этот альбом получил и золотой диск Великобритании, и даже 2 номинации на Грэмми. В 2000-м выходит очередной альбом. На этот раз григорианский хор и японские флейты отошли на второй план. В основу композиции легли отрывки из кантаты Карла Орфа «Кармина Бурана». Но альбом, вышедший в 2003-м, уже сильно отличался от прошлых работ. Исчезли характерные для проекта приемы и звуки. Крето полностью отказался от этнических и григорианских мотивов. Поклонники не оценили новое направление и признали альбом худшим в дискографии Энигмы. К этому времени Сандра, похоже, уже отдохнула и в 2002 выпустила уже свой 7-й студийный альбом. Пластинка была спродюсирована Михаилом Крето и Йенсом Гадом, который уже по сути был правой рукой Крету. Помимо новых композиций, в этот альбом вошли каверы на песни других музыкальных исполнителей 80-х годов. Мнения специалистов об этом альбоме несколько разделились. Отдавая отчет былым заслугам певицы, немецкое сетевое издание весьма скептически отнеслось к его состоятельности.
От него не стоило ожидать возвращения к корням, даже несмотря на первый танцевальный трек, обманчиво вызывающий ассоциации с 80-ми. В дальнейшем, по мнению ресурса, слушатели могут быть немного разочарованы холодным трансовым звучанием остального материала. Остальные номера довольно невзрачны, писал обозреватель Михаэль Фрёмер, но в качестве расслабляющей музыки после напряженного рабочего дня определенно подойдут. При условии, что вы сможете выдержать голос Сандры или то, что от него осталось, в течение 45 минут. Со слов Фрёмера, муж исполнительницы и ее продюсер Михаэль Крету, пытаясь спасти ситуацию, добавил к ее вокалу столько эффектов эха и ревербераций, что расслышать ее голос удавалось только со второго раза. Не остался без внимания сам факт того, что за 7 лет отсутствия творческий дуэт Сандра и Крету для нового диска смог создать лишь 7 новых песен, дополнив оставшееся пространство аж 4 кавер-версиями. Одним из самых переломных моментов нашей истории является период 2007 года. Мишель и Сандра разводятся, что незамедлительно приводит к прекращению их совместной деятельности. Сандра не делилась своими переживаниями на этот счет. Мы знаем лишь, что муж ушел от нее к молодой модели. Разумеется, что с уходом Сандры группа Enigma значительно теряет в своем особенном звучании. Впоследствии над вокальным сопровождением группы работало более десятка человек, но никто не задержался настолько долго, насколько пробыла в коллективе Сандра. На сегодняшний день довольно тяжело утверждать, что Enigma все еще действительно существует. Хоть проект и не объявлял о своем распаде, но какой-либо информации о новых треках или альбомах не слышно с периода их последней работы, которая вышла в 2016 году. Ну а в год развода Сандра выпускает свой 8-й студийный альбом. На этот раз продюсерское участие над альбомом Михаэль Крету не принимал. Продюсировал альбом только Йенс Гад. Это изменение позволило Сандре впервые в карьере активно участвовать в написании песен. Она внесла очень личные тексты, возвращаясь к печальным событиям своей жизни. И надо сказать, что альбом создавался, конечно, не в простое для Сандры время. Ее дети уже подросли, но еще были малолетними, и поэтому требовали много времени для ухода и воспитания. И работа над альбомом проходила в основном ночью в студии Йенса Гада. День уходил на семейные обязанности и короткие периоды на сон. Так продолжалось, пока работы над альбомом не были закончены. Однако, несмотря на то, что это был ее первый альбом с 2002 года, он не смог подняться выше 20-го места в чартах. В 2012-м вышел уже 9-й студийный альбом. Он сохранил ее узнаваемый прохладный вокал, но звучание стало более современным, с элементами электроники и эмбиента. Певица также активно использовала социальные сети, чтобы поддерживать связь с поклонниками. Отсюда и название альбома. В 2010-х Сандра участвовала в множестве реюнион-концертах арабески в России и Японии, где исполняла классические хиты группы. Эти выступления вызывали большой интерес, особенно среди поклонников ее раннего творчества. И в 2016-м она выпустила сингл, который стал ее первым полностью самостоятельным релизом без участия Крету или Гада. Песня была принята тепло, но не достигла высоких позиций в чартах. На сегодняшний день Сандра продолжает выступать, преимущественно на фестивалях и в клубах Европы. И если бы в конце 70-х кто-то сказал, что юная девочка из Саарбрюкена станет голосом для миллионов за железным занавесом, ему бы, наверное, не поверили. Но так и вышло. Она не была политиком, не читала манифестов. Ее оружием была не лирика протеста, а чистая, безупречная эстетика. Эстетика европейского синти-попа,
в котором было все: и меланхолия, и надежда, и бегство в тайные земли. В пионерлагерях и на комсомольских дискотеках ее голос становился саундтреком к первым влюбленностям, к мечтам о далеком и прекрасном. Сандра, сама того не зная, стала проводником в ту самую другую жизнь, о которой так грезили. Ее путь — это история невероятной творческой эволюции, от диско-куколки до арт-поп-дивы. От голоса в тени гениального продюсера до самостоятельной художницы, нашедшей свой голос после всех бурь. Сегодня Сандра, как и ее музыка, существует вне времени. Ее история — это не ностальгический памятник. Это напоминание о том, что настоящая музыка не знает границ. Она приходит из тайных земель и навсегда остается в сердце.